Hi, ladies and gents, Single Malt шагает по планете. И сегодня мы едем в страну, которая занимает целый континент, а еще на Россию бочку катят. Это Австралия. И Пино Нуар на моем препарационном столе неспроста. Мы сегодня будем изучать виски из винокурни Helleries Road Distillery. Виски, который называется Helleries Road Pinot Noir Finish. Изучать мы его будем в походных условиях. Сегодня мы отправимся в хайкинг, путешествие вот на ту гору и посмотрим, что же там за виды, а заодно поговорим о виске. Поехали! Австралия занимает целый материк, как я уже сказал, и вообще страна Австралия это самая-самая, и здесь у нас и больше всего равнинной поверхности, и больше всего равнин по сравнению с другими материками. Здесь отсутствует вулканическая деятельность, а еще Австралия самая-самая по потреблению местного алкоголя. Здесь потребляется всего 1% местного алкоголя, весь остальной алкоголь привозной. Все дело в высоких налогах. За бутылку крепкача берется здесь 30 австралийских долларов налог. Это приблизительно 1100-1200 рублей. Хочу сказать большое спасибо блогу Malt Mileage. Это блог об алкоголе, который взял интервью, блогер, ведущий этого блога, взял интервью у чиф-дистиллера винокурни Марка Литтера. Еще хочу сказать большое спасибо Холли Сайдбонд, которая живет в Нью-Йорке, которая путешествует по миру и изучает винокурни. Сайт, ее блог herwhiskylove.com. Там она рассказывала о своем путешествии на винокурню Helleries Road. И со мной сегодня, как я сказал, бутылочка Pinot Noir. Я сразу уберу коробку, чтобы с ней не идти. На коробке написано, что интересно из того, что я не расскажу дальше, то, что виски финиширован от 6 до 4 месяцев в бочках из французского дуба, который до этого хранил Пино Нуар, вино Пино Нуар, который там чего-то выигрывал в Тасмании на конкурсах. И то, что этот продукт поставлял в Европу, на тот момент, у нас дата розлива 13.02.19, поставляла компания La Maison du Whisky, дом виски французская, а уже в Европе ее перекупал импортер и привозил в Россию. Это импортер называется Prior Impex. Московский импортер, Каширский проезд, где-то уже я его встречал. Вот, поэтому коробочку я уберу. Винокурня открыта в 1997 году в пригороде городка Берни. На год позже, чем винокурня Аран, например, в Шотландии. Коробочка, видите, такая уже потертая. Она повидала виды и побыла у меня на различных фотосъемках. В 1997 году, на год позже Арана. И, что интересно, Аран уже выпускает самый старый релиз, у него 25-летний, а у Helleries Road 18-летний самый старый релиз. Почему же такой разрыв, мы узнаем чуть позже. Дегустировать мы сегодня будем из Капиты Гленкерн, излюбленном бокале мастеров-блендеров шотландских винокурен. Этот бокал можно приобрести в магазине Dram of Spirit, ссылочка на него в описании. Также хотелось бы минутку рекламы. Хотел бы посоветовать вам своего оператора Михаила. В Челябинской области, если вы находитесь, если вам нужно что-то снять, обращайтесь к нему. Ссылочка на его инстаграм в описании к этому выпуску тоже имеется. Итак, на 2021 год в Тасмании насчитывалось 333 винокурни. И всего лишь 50 из них производило виски. Или производят виски. Из этих 50 22 находятся в самой Тасмании, то есть большая часть. Тасмания – это один из штатов Австралии. Мир впервые узнал об австралийском виске в 2014 году, когда релиз от винокурни из Тасмании Sullivan's Cove French Oak Single Cask стал лучшим мировым виски в мире на World Whisky Award 2014. И на тот момент, 2014 год, только винокурни Шотландии и Японии брали награды, и, по сути дела, Sullivan's Cove стала пионером, и благодаря этой винокурне мир узнал о виске из Австралии. Винокурение в Австралии известно с начала 19 века, так же, как и официальное винокурение в Шотландии. И первое, однако до 1990-х все винокурни были закрыты, и
Первая винокурня в Новом Времени была открыта в 1992 году. Это была также тасманская винокурня Ларк. Немного поговорим о логотипе, точнее о символе винокурни. Такой дяденька в шляпе, и рядом с ним собачка. Дяденька в шляпе, как вы можете предположить, это тот самый Генри Хеллиер, тот самый картограф, который занимался картографией, исследовал северо-западную часть острова и был известен именно тем, что изучал Тасманию, и его лагерь находился как раз в городе Берни, и именно с города Берни пошло освоение Тасмании. Здесь Хеллерис прорубал дорогу несколько лет вглубь острова, к горе Кредл Маунтин, которую он покорил первый. Это были 1820-е годы. Рядом с ним собачка австралийской породы келпи. Мужчина не смотрит на нас, потому что, как я считаю, фотографии и изображения Генри не дошли до наших времен, поэтому он стоит к нам спиной. Генри Хеллироуд не был святошей, как бы мило не выглядела эта картинка, потому что Британия активно захватывала, экспансировала, аннексировала Австралию, Тасманию, и тогда, в те времена, активно уничтожалось местное аборигенное население. В конце концов, последние аборигены исчезли с острова, и для продвижения экспедиции Генри наверняка требовалось устранять мешавших нежелательных личностей, которые вредили, как наверняка считали первооткрыватели, целям экспедиции. Винокурня открыта компанией Beta Milk, которая известна и занимается производством молока в Тасмании, самый крупный производитель молочной продукции. В 1997 году компания решила диверсифицировать свою деятельность и заняться производством виски. Это были 90-е годы, и странно, что самое бурное развитие винокурения и производства виски в Австралии пришлось именно на эти годы, потому что 90-е годы, как известно, годы упадка винокурения. Винокурни в Шотландии закрывались из-за избыточного перепроизводства и падения спроса. Первая бочка была залита в 2002 году, и тут мы получаем ответ на вопрос, почему мы имеем такой молодой релиз, 18-летний, я имею в виду, по сравнению с Ароном. Однако непонятно, что делала винокурня эти 5 лет. Первый релиз был розлит в 2006 году. Солод закупается у местной солодильни австралийской с материка Джо Вит Молтингс. Эта солодильня производит разнообразные сорта солода как для пивоварен, так и для винокурен. И, кстати, именно пивоваренный солод наиболее популярный в Австралии для производства виски. Эта солодильня централизованно производит солод на большинство, на большое количество винокурен, которые производят виски и пиво в Австралии. Они производят разные сорта, там у них целый сайт, интересная такая компания. Сам солод берется с центральной части Тасмании, солод местный, а дымный солод закупается в Шотландии, как и закупается дымный солод винокурней Амрут. Если вы помните, если не помните, посмотрите выпуск. Все остальные процессы производятся здесь, в небольшом двухэтажном здании. Что интересно, оборудование все произведено из нержавеющей стали. Все емкости выполнены из нержавеющей стали. Видимо, отчасти взяты с молочного производства. Брожение здесь производится 3 дня. 3 дня это 72 часа, довольно много. В Шотландии тоже есть винокурни, которые отбраживают свои браги как раз 72 часа. И брага получается 6%. Сам перегонный куб представляет собой большую емкость из нержавеющей стали. Куб первой перегонки Wash Steel 60 тысяч литров, второй перегонки 30 тысяч литров Spirit Steel. И основание этих кубов это большие стальные емкости. И лишь шлемы на них, такие напоминающие крафтовые наши обычные шлемы для самогонщиков, исполнены из меди. Поэтому процесс дистилляции здесь ведется очень-очень медленно. Площадь контакта с медью очень маленькая. И для того, чтобы как можно большее количество дистиллята реагировало с медью, ведется очень-очень медленный процесс дистилляции. Где-то между делом я потерял свою капиту, поэтому дегустировать мы будем из того большого винного бокала, но не волнуйтесь. Я уже хорошенько надегустировался несколько месяцев назад, так что заметка уже есть. Вот мы и поднялись на вершину уральской Кредл Маунтин. Почему я выбрал алко-виски-путешествие? Во-первых, я вдохновился идеей канала Женя Пьет и его путешествием на гору и обзор Red Hackle. Посмотрите обязательно здесь. Во-вторых, винокурня называется Hellier's Road, и это дорога Генри Хеллера, который прорубил
в джунглях, можно сказать, Тасмании, прорубил дорогу в будущее Австралии, можно так сказать. Склад у них отдельный, стеллажи, около 2000 бочек хранится на этом складе. Каждая бочка объемом не более 200 литров. Это бочки из-под американского виски Джек Дэниелс, бочки из-под хереса, бочки из-под портвейна и бочки из-под вина Пино Нуар австралийского. Что за хересные бочки 200-литровые, я затрудняюсь сказать, но вот Chief Distiller в интервью об этом говорит. Флагман винокурни — это двенашка, самый нахваливаемый релиз. Десятка — самый продаваемый, несмотря на это. Hellier's Road — самый продаваемый и самый титулованный виски. Этот виски импортируется в 20 стран, и в том числе в Россию уже не импортируется. 2013 — этот год, когда виски Pinot Noir Finish получил награду на престижной премии Whisky Life в Париже. Получил награду, которая называется «Лучший виски нового света». Гастросочетание к Pinot Noir Hellier's Road. Обжаренная утиная грудка с апельсиновым мармеладом, пюре из морковки и сок Pinot Juice. Pinot Juice — это, видимо, сок из Pinot Noir. Логично? Логично. И из интересного, из релизов винокурни на Whisky Base первое место занимает единственный виски, который набрал больше 90 баллов по оценкам. Это пятнашка из серии Master Series, бочки неизвестно какие. Второе место, самое возрастное виски, о котором я говорил в начале, это восемнашка, бочки из-под американского виски. Интересно было бы, конечно, притащить такую бутылочку и распилить. И еще один релиз меня заинтересовал, это Tasmanian Blend. Бленд из 14 разных винокурен Тасмании, виски, собранных в одну кучу. Там, по-моему, около 600 бутылок. Я не понял, как они перемешивались. То есть это не по бочке с винокурни бралось, а как-то по-другому, видимо. Не совсем я понял, какой там расклад. Бутылку эту я купил в галерее градусов в Москве за 6740 рублей 5 мая 2021 года, больше года назад. Крепость 46,2% ABV, 700 мл. Именно поэтому я выбрал эту бутылку. А еще я знаю, что Австралия — это страна, которая популярна и известна на весь мир своими винами, в том числе Pinot Noir, поэтому я не стал брать базовую бутылку Original, которая выдержана чисто в американских бочках из-под американского виски. Я решил взять Pinot Noir как некий такой символ страны. Pinot Noir, вино, и кругом винодельни, и бочки из-под вина активно используются в Австралии для производства виски. Я пробовал разные винокурни, не только Hellier's Road дистиллери попадались мне, и закрытый Cradle Mountain, самый старый релиз от Cadenhead, я пробовал, очень странный, очень необычный. Такой кофе с какой-то бардой, вот что-то типа такого. Пробовал я австралийский Starward Distillery, это винокурня, которая находится где-то в пригороде Мельбурна, если не ошибаюсь. Большая дегустация была разных релизов, тоже необычные виски, много виски выдержанных чисто в бочках из-под вина, не финишированных. И Starward пришел к нам в Россию, так что вы можете найти сегодня эти релизы на полках супермаркета. И еще одну закрытую винокурню я пробовал, Great Outback, буквально 4 или 5 релизов они выпустили и закрылись. Тоже очень необычные виски, кто-то ему ставил даже 40 баллов, там чего только в нем каких-то гадостей не чувствовали. Поэтому весь австралийский виски для меня пока история необычная и странная. Итак, пробуем Pinot Noir. Вроде бы все рассказал. Аромат тоже необычный, затхлый, бочка затхлая, гнилая, плесневая бочка. Арахисовое масло, очень тяжелый, спертый аромат. Сразу же вспоминается виски из винокурен, которая выдерживалась в жарком климате. Кавалан, Амрут сразу же вспоминается. Климат Тасмании наиболее подходящий для производства виски, как утверждают специалисты. И, как они утверждают, он больше всего похож на климат Шотландии. Но, насколько я знаю, это субтропический климат. Возможно, климат Шотландии там напоминает какие-то более высокогорные районы. Здесь же мы имеем место быть контрастному жаркому климату, то холодно, то жарко. И, возможно, именно это имели в виду специалисты. И в таком контрастном климате вот получаются, наверное, такие тяжелые, спертые, насыщенные виски. Грубые, тягучие. И вот здесь какие-то и водоросли, и морские или речные ракушки. Здесь вот эти камешки, которые в реке вот лежат и покрываются какой-то зеленой такой тиной. Потом их достаешь, вот такой аромат какой-то реки. Здесь есть и плюсовые ноты, и минусовые. Вкус
Вкус продолжения носа, кисловатый, подзанявшиеся кислые красные ягоды, танины бочки. Чувствуются также какие-то фрукты, немножечко тропических фруктов. Горечь совсем слегка-слегка. Чувствуются фермерские тона, какие-то крафтовые, скотный двор, плесень, опять же речные вот эти ракушки, речные камушки. Послевкусие, продолжение вкуса, по сути дела, ничем не отличающийся, но здесь у нас чувствуется сухая такая винная история, сухость, вяжущесть, длинный финиш, очень такой навязчивый, привязчивый, также полон каких-то морских ракушек, раковин. И самый, наверное, кончик финиша я бы еще отметил, это жареная речная рыба с луком, наверное, вот так. Вот такие маслянистые красивые ножки. Не смотрите на этот странный бокал, ну, походные условия, капиту мы потеряли. Очень маслянистые, тягучие, ножки красивые. К сожалению, поставил я оценку этому виски 73 балла, но этот виски мне понравился, и мне очень захотелось попробовать оригинал. Что же там? Есть ли там вот эта вот плесневая бочка или нет? Если нет, то, наверное, это какая-то ошибка и использование бочек из-под вина. Эти бочки где-то застоялись, подзатухли, подзакисли, подзаплесневели. И, пожалуй, это серьезная ошибка и оценка 73. По всем параметрам я снизил балл, но виски мне прям полюбился. Мне понравился этот виски, я хочу попробовать оригинал. Я хочу попробовать какие-то еще релизы, 18-ку, возможно, купить, потому что он очень такой тягучий, плотный, как я люблю, насыщенный. Что-то подобное у меня есть от Kilchoman, тоже с какой-то подплесневой бочкой, из-под Педро Хименес, по-моему. И он мне тоже очень нравится, но оценку я там повыше поставил. Вот такая история, красивый золотистый цвет, кстати говоря, чистое золото. Мне он очень нравится, натуральный, кстати говоря. Пожалуй, все, что я хотел сказать об австралийском виски и виски из Тасмании Hellery's Road Distillery. Итак, не пейте. А если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока. А капита нашлась. Причем самым чудесным образом. На следующий день многим известный Жора Рыбаков из Екатеринбургского виски-сообщества, он же Михаил, он же Жора Фишер, фотографировал там Лаговулин. А еще собирал ягоды. А еще нашел мою потерявшуюся капиту. А еще скинул ее фотографию в телеграм-канале ЕКБ Виски Лаверов. Так я и познакомился с Жорой. Чтобы вы лучше меня понимали, вероятность такого события 1 на 100 миллионов. Блин, да где он? О, еще один. О, ты куда делся-то?